Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию гадание на мужчину. Общий расклад Таро по вариантам на конкретного короля. На червового короля, на бубнового, на пикового, на червового, пикового, бубнового и трифового. Тайм-коды найдете в описании. И какой король вам подходит, выбираете либо интуитивно, либо по характеру, либо по знаку зодиака. Огненная стихия, земная стихия, воздушная, водная, эмоциональный, романтичный, холодный, умный, жесткий, прагматичный, домашний, стабильный и движовый, политичный, предприимчивый, да, ну вот собирательные образы, ну вы сами знаете, какой ваш король, женщины всегда знают, какой король. Мужчины тоже могут посмотреть на себя со стороны, но будут и такие вопросы, как мысли, чувства, планы, действия, да, вот в таком стиле, поэтому настраивайтесь на себя, вот, и будем приступать, да. Первый король пойдет по порядку. Король червовый, друзья. Ну и пока я перемешиваю карты, можете поставить лайк, подписаться на канал. Ну а еще лучше, если вы оформите спонсорство. Стать спонсором канала равно получать бонусы и дополнительные преференции на личных гаданиях. Посмотрим по 10 вопросов на каждого короля. По 10 вопросов на каждого короля. Итак, давайте смотреть. Ой, у вас с этим, с червовым, боже, это что у меня он сегодня червовый? Трифовый. С трифовым королем. С трифовым королем, сейчас я тут немножечко прикрою, да, вот так. С трифовым королем сегодня у вас, ну, вот первая карта, да, она отвечает за его, как бы, смысл появления вашей истории, да, то есть почему он появился в твоей истории. Ну, как минимум, чтобы ты успокоилась. Для того, чтобы, ну, как бы, ты обрела покой, или меньше думала, или меньше болела голова. Но вот как бы он для этого появлялся. Может быть, это твоя задумка, да, что ты ищешь связи с этим человеком, чтобы успокоиться. Другой вопрос, а появился ли у тебя этот покой, да? То есть первая карта, как будто бы его роль для того, чтобы ты успокоилась. Ну, или как бы вы были оба спокойны, да, то есть для спокойных отношений, или наконец-то успокоилось твое сердце, твой разум, и его сердце, его разум. Но его внутреннее состояние, ну, такое вот, как будто бы он закрылся в себе, но при этом он не разбит, он как бы, ну, собран, да, то есть при том, что он как бы пришел для покоя, он сохраняет свою структуру, свою целостность. И вот тут важно понять, а сохраняешь ли ты ее, эту целостность. Ну, потому что есть такие карты, как дьявол, есть пятерка мечей в ваших отношениях в раскладе, и есть башня, да, то есть, ну, условно говоря, мужская роль, вообще карты мужской роли, здесь вообще любовник получается, да, любовник, и причем еще и дьявол есть, то есть у вас как бы отношения любовно-созависимые, да, вот так. Хорошо, но вот давай смотреть, его чувства к тебе, они действительно теплые, но они поверхностные, и они, как бы, знаете, как гуашь, акварель, масло, размазанные по картине. То есть они не сконцентрированы именно на тебе.
Они больше сконцентрированы на нем внутри себя, то есть на его внутренних интересах, но никак на конкретно интересах одного человека. То есть он может эти чувства испытывать и к тебе, и еще кому-то, и еще кому-то. То есть он как бы эти чувства явно по отношению к тебе он не транслирует. Ну, вот так можно сказать, явно. Да, ты можешь замечать к себе, но чувствовать, что это не только к тебе, а еще может быть и к кому-то. Но, тем не менее, его чувства к тебе, они теплы, и они такие, знаешь, как поток теплой воды. Да? То есть, возможно, поскольку вот этих чувств к тебе не хватает, ты, может быть, и переживаешь, да, вот, как бы он, с одной стороны, для спокойствия, а с другой стороны, ты можешь и переживать. Ну, смотри, вот позиция мыслей о тебе. Он тебя оценивает как достойную внимания, но при этом, к сожалению, он не исключает, что есть и альтернативы. То есть он как минимум, в лучшем случае, он выбирает. Или он как бы и вашим, и нашим. То есть он не сделал как бы конкретного выбора в направлении тебя, да, то есть или в отношении тебя. И допускает, что есть еще кто-то, да. Ну, как минимум, он, допустим, чувствует, да, не допустим чувствует, а чувствует, что, как бы ему хватит чувств тех же и на тебя, и еще, возможно, кому-то, да, то есть, может быть, он трезво оценивает свои ресурсы и понимает, что в чувствах, вернее, не в чувствах к тебе, а его чувствам к тебе есть место в нем, вот так вот. И смотри, тут король трифовый, но у него очень много элементов бубнового короля. То есть он неспешный, бубновые аспекты. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но это тоже бубновый интерес, хотя он больше по стрельцу идет. То есть получается как бы так, что в его чувствах к тебе есть равномерное распределение. Соответственно, они есть, но не конкретно опять на тебя. Вот так вот идет. И смотри, чем он мотивируется по отношению к тебе, мотивируется он дьяволом. То есть, либо он зависит от тебя, тут уже смотри по ситуации, либо хочет сделать тебя зависимой от него. Также он может мотивироваться интимом и мотивироваться финансовым интересом. И тут уже смотри, просит он деньги, не просит, дает, не дает. Вот это вот все об этом. Соответственно, если он не жаден, то таким образом, своей нежадностью, он подкрепляет свои чувства к тебе. Окей. Позиция, почему он ведет себя точнее, по отношению к тебе. Причина вот того поведения, в котором вы сейчас находитесь с ним, да, или он по отношению к тебе проявляет, причина может быть в нескольких аспектах. Либо у него такой характер, а это король жезлов, и здесь он вспыльчивый, либо ты от него сильно много хочешь. И вот тут чем больше ты будешь хотеть от него, тем меньше ты будешь от него получать. Поэтому причины каких-то резких движений или каких-то неожиданностей является его характер и повышенный запрос. И это, кстати, карта резкой неожиданности, внезапной неожиданности. То есть твои внезапные, неожиданные ситуации с ним, да, или его внезапные, неожиданные движения по отношению к тебе и связанные, вызванные внезапными, неожиданными проявлениями его характера и завышенным спросом, интересом,
Возможно, ты чрезмерно интересуешься или чрезмерно много хочешь. А вот чего ты от него хочешь? Материального или внимания какого-то, да, это уже к тебе, да, какой в твоем случае явно выраженный аспект. Смотри, позиция номер 7 – это то, что касается именно внешних каких-то проявлений, внешнего влияния на него. Прошлого, настоящего. Оно есть, но оно на дистанции. То есть, есть ли на него влияние кого-то или чего-то? Да. И это влияние может быть даже интимного партнера на него. Ну, смотри, в своей ситуации. Это любовник, любовница. И оно или из прошлого, или на дистанции. То есть, может ли он находиться между разными партнерами, этот человек? Да, может быть. Особенно если это какие-то командировки, поездки и так далее. Да? То есть это любовники на дистанции всегда. Поэтому в 7 позиции, в позиции внешнего влияния, да, у него есть связи с прошлым, и они могут быть и интимного характера. Следующая позиция номер 8. Вот что ему больше всего нравится в тебе? Ну вот смотри, здесь очень хорошая карта. Это твое умение адаптироваться к ситуации, приспосабливаться к ситуации. Может быть, ты его понимаешь. Потому что, например, он вынужден быть между разными какими-то интересами, да, или между разными обстоятельствами по вот этой карте. То есть человек должен выкручиваться, и ты это принимаешь. Но больше всего ему нравится твой оптимизм. Это человек, это вот карта оптимиста, да, поэтому, по сути, он как бы очень ценит в тебе просто твой позитив, оптимизм и умение принять ситуацию такой, какая она есть. Может быть, только это и вытягивает ваши отношения, поскольку здесь, во-первых, сам персонаж не очень стабильный. Это один из самых нестабильных королей. Нестабильный король. Стабильный, более-менее стабильный. Да? Вот эти 2 стабильных, эти 2 нестабильных. Поэтому или противоречивых. Да? Эти более однозначные, эти более противоречивые. Поэтому, может быть, действительно, ты вытягиваешь эти отношения на себе или за счет себя, за счет своего ресурса. 9 позиция, его ближайшие действия очень нехорошие, поэтому готовься к какому-то неприятному сюрпризу от него. У него может быть какая-то неприятность, у него может быть какие-то финансовые потери, какие-то проблемы с семьей, с домом, и могут быть какие-то приключения интимного характера, поэтому он тебя в ближайшее время не порадует, либо финансово, материально, либо с точки зрения верности. Тут уже как повезет, а может быть и так, и так. В ближайших действиях у него 5 мечей. Может быть, себя поведет так, как ты не ожидаешь и не рассчитываешь. Ты будешь рассчитывать на одно, а он на другое. И напротив, все его попытки сближаться с тобой в ближайшее время могут стоить ему дорого, к сожалению. Тут сегодня трефовый король, не самый радужный расклад выпал, да, для чего-то нужно это услышать. Но, тем не менее, вся эта линейка ведет к 10 пентаклей. То есть результат у тебя с ним все равно положительный. Поэтому для чего-то тебе нужно пережить дьявола, для чего-то тебе нужно пережить башню, дистанцию и даже не самые лучшие проявления. Возможно, в ваших отношениях сейчас пауза. Но карты говорят, что будет to be continue. И этот to be continue may be very long. Поэтому может быть и достаточно длинным, да, долгим. Поэтому, давай так скажем, резюме. С этим королем
Тебе нужно выкручиваться, тебе нужно адаптироваться, и тебе нужно быть гибкой. Почему? Потому что он в тебе это и ценит. Твой ресурс здесь, он в двойке пентаклей. Но его ресурс здесь, скорее всего, в финансовом аспекте. Поэтому, если тебе этот человек выгоден, то тебе нужно адаптироваться. А если нет, ну тогда сама решай, да, можешь ли ты переживать две карты одновременно. 15 и 16 аркан. Дьявол и разрушение. И если тебя этот дьявол не разрушает, и ты получаешь при этом выгоду, то, возможно, эти отношения стоит развивать дальше. Ну, такой месседж, как он тебе ложится, мнение в комментарии. Мы же движемся с вами дальше, друзья, и медленно переходим к бубновому королю. Так, червового мы положим. Давайте будем закрывать королей. Король бубновый, как раз видите, телец, это символ тельца вообще, да, чистый. Но такой мужчина стабильный, неспешный, прагматичный, а как правило зрелый. Как правило, это архетип мужа, да, собирательный образ мужа, такой, ну, мужчина, за которым вот ты себя чувствуешь, ну, как за каменной стеной, давайте так скажем. Тем не менее, давайте посмотрим, какие карты выпадают. Если у вас вот прямо диссонанс вы чувствуете, не спешите говорить, что это не про меня расклад. Ну хорошо, диссонансная карта, значит, слушайте дальше. Потом диссонанс где-то поможет получить либо инсайт, да, либо наоборот где-то сгладит какой-то резонанс, да, ну или станет понятным, почему та карта диссонирует. Поэтому, ну, бывает откровенный бред выпадает, да, ну, значит, не ваше, да, то есть бывает же, это часто бывает, это нормально, когда не ваше. Может, вам вообще не надо гадать сегодня, да. Это же эзотерика. Абстрактное ядро необъяснимо, да, а мы пытаемся понять. Итак, давайте, король бубновый. Перейдем к первому вопросу, да, который показывает вот смысл, да, смысл твоего короля. Так вот, бубновый король у тебя сегодня для освежения, то есть ему нужно предложить тебе что-то новое, потому что, может быть, вы уже друг другу надоели, или вы остываете друг другу, или угасаете, но вот ему нужно тебе предлагать что-то. Поэтому почему он сейчас в твоей истории, или почему он появился, если вдруг он новый, для того, чтобы тебе дать какой-то импульс в жизни, чтобы у тебя появился интерес в жизни, чтобы тебе интереснее жилось с ним. Кстати, это архетип Тельца, Девы и Козерога, а предыдущий был Лев, Стрелец и Овен. Да. Поэтому он в твоей истории для того, чтобы тебя заинтересовать, вовлечь во что-то. Может быть, это какая-то авантюра, но потенциально да. Будь осторожна пока что. Ну или внимательно. Давай посмотрим его внутреннее состояние вот, вместе с тобой или в связи с тобой. Находится он сейчас не в самом лучшем эмоциональном состоянии. Он, может, скучает, грустит, тоскует, ностальгирует, но это больше тоскует и страдает по прошлому. Может ли это быть человек, который тебя забыл, как бы ты его забыла, да, например, а он за тобой скучает? Да, может быть. Но сейчас вот внутри него сильнее всего, скорее всего, тоска по прошлому. Может быть, этот человек действительно сильно привязан к прошлому, и твое появление повлияет и на него. Ты отвлечешь его от прошлого, и вы будете смотреть в будущее вместе. Может ли быть такое? Вполне может. Окей, давай смотреть теперь непосредственно его чувства именно к тебе. Нету у него чувств к тебе. Или они когда-то были, но умерли, да, то есть, может быть, они действительно умерли,
эти чувства, и он тоскует по тебе, да, то есть, но здесь что-то болезненное, и здесь 10,5 внутреннее состояние и чувства к тебе дают дьявола, то есть, у меня такое ощущение, что этот человек как будто бы разорвал с тобой, а без тебя не может, пока что так. Может, бывший, может быть, это человек, который еще находится в прошлом и не может найти место чувствам к тебе в настоящем. Может ли быть такое? Да, в этой комбинации да. Поэтому не торопись пока делать какие-то выводы, мы еще не открыли все карты, да, это я вот с этим королем сразу открыл, а тут специально держу интригу. Хорошо, но давай тогда спросим, если он внутри себя, да, реально испытывает по отношению к тебе что-то, то, чего он не может испытывать, да, то давай тогда посмотрим его мысли о тебе. Тем не менее, в мыслях у него потенциал. То есть, смотри, вот открывается постепенно картина. В чувствах он не может понять, что он к тебе чувствует. Почему? Потому что в прошлом было что-то не очень приятное. А вот в мыслях он думает развивать то, что еще не развили вы вместе. Ну, вы сами знаете, что вы не развили, да? Может, вы еще куда-то вместе не съездили, или не переехали, или не поехали, или он к тебе не поехал, или ты к нему не поехал. То есть действий между вами, по идее, было еще не так много. То есть это какая-то либо начальная стадия, либо у вас все перегорело, и вы не знаете, с чего начать. Вот так, да? Может же быть такое? Вполне такое. Часто-густо бывает. Давай посмотрим вот тайные мотивы, которыми он руководствуется в отношениях к тебе. Да? Но он хочет сблизиться, но либо он сейчас находится еще одной ногой в прошлом, либо находился в прошлом, и это оставило в его сердце след, такой сильный, да, крепкий. Поэтому его тайные мотивы – это сближение, но тень треугольника в этих картах, она может присутствовать. И тогда связь эта треугольная из прошлого, она достаточно крепкая здесь. И она где-то мешает двигаться ему дальше. Ну и смотри, вот первая половина расклада, амбиций у него много, потенциал у него хороший у этого человека. А главное, что в мыслях у тебя, у него есть потенциал и есть перспектива. Ну, здесь решительности не хватает пока что. Вот у меня ощущение, что решительности здесь немного. Но давай спросим, все-таки шестая позиция, почему он именно так, именно вот так вот, а не иначе ведет себя по отношению к тебе. Ну, смотри, он не может разобраться внутри себя, у него очень сильный кризис, очень много воды, у него очень много воды, смотри, вода, вода, вода и вода. Он застрял в какой-то конфликтной, проблемной, кризисной ситуации. Именно здесь больше не конфликтная ситуация, а кризисная, проблемная. И он застрял, он не идет вперед. Поэтому вот здесь в раскладе с вот этим бубновым королем прошлое, оно у него как закрытый, как барьер. И, скорее всего, это прошлое отношение, либо у него такая разгульная жизнь была у этого человека, что он просто не знает, как двигаться вперед, хотя думает об этом. Смотри, старшие арканы пока могут намекать на его мысли о том, что вы родственные души. Но это нужно развивать, этот расклад, да, то есть, ваши отношения. Нужно двигать, а движения здесь очень мало пока что. Хорошо. Вот давай посмотрим, вот все-таки, да, седьмая позиция, влияние его, да, на него точнее. Другая женщина, обстоятельства и так далее. Что на него влияет извне? Или что заставляет его эмоции возвращаться назад? Да что ж такое, не хочет открываться. Ой, и здесь опять, смотри, вот похожая ситуация с этим королем, пятерка мечей. Боль потери, боль утраты, боль проигрыша, неудачный опыт. Поэтому есть ли влияние постороннее? Да. И оно настолько негативное,
но, скорее всего, в прошлом уже. И она настолько негативная, что человек вот просто где-то, может быть, отчаялся и разочаровался в жизни. Да, пятерка. Судьбе, он даже в судьбе, может быть, своей разочаровался. И здесь 14, получается как бы так, что он в этом состоянии застрял. Поэтому, по сути, внешним влиянием на ваши отношения является внутреннее его состояние, где он не верит, не доверяет, разочарован, и при этом имеет что-то болезненное в прошлом. Хорошо. Больше всего в тебе ему нравится твоя выдержка, твоя несгибаемость, твое терпение, твоя сила воли, твоя настойчивость, и твое движение вперед, несмотря на то, что он стоит на месте. В этом раскладе звучит это, может быть, немножечко парадоксально, но из парадоксов и соткана спираль эволюции, да, она так вот из парадоксов. Или спираль реальности. Хорошо. Его ближайшие действия или действия в ближайшем будущем. Он будет присматриваться, прислушиваться, наблюдать, беспокоить тебя. Будет ревновать и подозревать. Но это все часть его болезненного состояния. Может ли этот человек быть зависимым от веществ? Да, намек на это есть, особенно алкоголь, чаши, или какие-то другие вещества, но тут нужно присматриваться, да, просто следить за этим, понаблюдать. И итог какой у вас может быть, вообще какая перспектива, к чему идете? Идете вы к разбору чувств и разбору как вас, как женщины, особенно если вы рак, тут 2 рака, кстати, особенно если вы скорпион и особенно если вы рыба. Можете ли вы быть родственными душами? По его мнению, да. По вашему мнению, возможно. По мнению высших сил, да. И эта история может привести вас к семье. Но здесь нужно разбираться и внутри себя вам, как женщине, и внутри него, как мужчине. Можете ли вы быть вместе? Да, и как семья, да, и как муж и жена, да. Карты говорят да. Может, это было в прошлом уже, и может быть, это было в прошлой жизни по вот этой карте. Больше добавить ничего не могу, но почему-то у меня такое ощущение, что он в ближайшее время с вами выйдет на связь. И эта связь для вас будет волнующей. Может ли в ней быть позитивный результат в этой связи? Да, может быть. Вот такой месседж, такой король. Если вам заходят расклады на королей в таком формате, да, вот именно, заготовленные вопросы, которые я вот чаще всего слышу от своих клиентов, пишите в комментарии, мы будем продолжать делать расклады на 4 королей. Я, кстати, очень давно не делал такого гадания на 4 короля. У меня даже есть специальный плейлист, добавлю в этот плейлист этот расклад. Следующий король пиковый, мужчина достаточно умный всегда, это архетип водолея, близнецов и весов. Умный, трезвый, прагматичный, жесткий, холодный, твердый, острый. Вот такие все, да. Это архетип психопата часто. Может быть буллер, газлайтер. Смотрите тоже. Может ли это быть человек, который причинил вам боль и страдания? Да. Но может быть это ваш жесткий защитник. Есть, знаете, вот есть такие люди, они сами по натуре, по своей, очень жесткие. Вот
Харизма. Харизма в каком короле? Вот в этом и в короле червовом. Господи, да что же мне червовый? Я сегодня крестового с червовым. Короле крестовым. Червовый – это не харизма. Червовый – это кровосос. Ну, как правило. Но может и любимый при этом быть кровосос. Давайте сразу откроем карты, чтобы я видел. Ой, тут уже прямо интрига. Ой-ой-ой, тут прямо интрига. Тут короли у вас, ой, тут еще и дьявол. У вас тут, смотрите, любовный треугольник какой-то есть или будет. Но он уже был, может быть, даже. Да? Для чего он появился в вашей жизни? С чем он идет? Он идет с чувствами к вам. Причем здесь есть король еще тот самый червовый, на которого еще не гадали. То есть, либо у вас есть еще мужчина, какой-то запасной вариант, скорее всего, червовый. Либо есть основной какой-то вариант, потому что здесь прямо жена выпадает. Может, вы чья-то жена, получается, а у вас есть какой-то мужчина, к которому вы хотите уйти, да? Или вы были уже замужем. Ну, вот такое, в общем. Смотрите, в вашей жизни он появился для того, чтобы проявлять к вам чувства. Все, больше здесь я никак. Причем он может быть скрыто эти чувства проявлять, или тайно, или тайно, да? Ну или наоборот явно, да, то есть, возможно, с этим человеком вы наконец-то почувствовали что-то, да, в отличие от того человека, который у вас когда-то был. Или вы наоборот вспомнили, как это может быть. То есть, его роль в вашей истории – это дарить вам чувства, и вы их, по идее, должны бы почувствовать. Его внутреннее состояние сейчас как будто его кто-то контролирует. И контролирует его либо жена, опять-таки, потому что это жена, либо женщина, которую вы не видите. Поэтому, какой бы он ни был жесткий, этот человек все равно под контролем женской энергии, женской магии. Может ли здесь быть магическое влияние? Да. Почему? Рыбы рядом, ведьма под влиянием на вопрос, да, вот его внутреннее состояние. И карта номер 6, которая у нас отвечает за его поведение именно так, дьявол. То есть он зависим от обстоятельств, зависим от дьявола и, может быть, от темных энергий. Соответственно, вот его внутренние энергии сегодня, они огненные, и они как бы волшебные, магические, но под контролем женщины. Если вы знаете, что там нету никого у него, тогда это ваши энергии, тогда он опьянен вами. Услышали. Хорошо. Его чувства к вам пока что неоднозначные. И с одной стороны, он хочет проявлять эти чувства, но с другой стороны, он не понимает, а для чего это? Может быть, вы эмоционально выгорели друг другу, то есть это такое. То есть и в чувствах он может даже делать вид, что вас не замечает. Или игнорить эти чувства, или бороться внутри своих чувств и пытаться анализировать, а надо ли мне это проявлять. Поэтому его чувства по отношению к вам он не знает и не понимает, не понимает, потому что сейчас промыслишь, они рядом, эти карты, поэтому чувства, мысли, не знает и не понимает, а надо ли больше проявлять себя по отношению к вам. То есть он где-то, не то чтобы боится, но волнуется по поводу того, а не сильно ли ярко он к вам проявляется. Вот. Поэтому он может и больше, но опасается в мыслях о вас, а не сильно ли он это ярко делает. Поэтому он свои чувства пытается контролировать разумом. И в мыслях он думает о вас, что имеет к вам эти чувства и боится их выплеснуть наружу. Понимаете, да? Вот комбинация чувства и мысли. 4 и король кубков. Но по-другому я объяснить не могу. Его тайные мотивы. Чем он движется? Движется он 5 кубков. Он либо давно вас любит, да, или давно испытывает чувства, соответственно, тогда это кто-то, как-то вы уже знакомы, да, либо рядом с вами он чувствует что-то такое, что у него уже было, ему в это в кайф. То есть
Либо он любит поухаживать, либо он любит, чтобы за ним поухаживали. Да? Тут уход, вот это такое вот чувство течения какого-то позитивного, да? Энергетического. Достаточно много мужских аспектов здесь у него, да, и ну, он как бы связан с вами эмоционально достаточно сильно и связан чувствами. Тем не менее, ведет он вот так, как он себя с вами ведет, потому что на нем дьявол. Что это? Ну, может быть, здесь что угодно. Обстоятельства, работа, бизнес, женщина, чувство к женщине. Ну, и если вы точно знаете, что нету соперницы, тогда он ведет себя так, он чувствует, что он теряет над вами контроль, над собой контроль. Почему? Потому что он под контролем женщины. Если эта женщина, вы, нет соперницы, то он чувствует, что вы контролируете его, а он пытается взять этот контроль на себя, и, соответственно, он ведет себя как дьявол. Ну, а если есть соперница, то он ведет себя как дьявол, потому что соперница не хочет, потому что она, скорее всего, закрывает вам пути дороги, чтобы вы были вместе. Логично? Ну, даже не логично, но и по картам так. Хорошо. Третьи лица, да? Есть ли третьи лица? Влияют ли третьи лица? Скорее да, чем нет. И это нужно ощущать по детям. Можно анализировать по детям, как себя ведут дети. Например, если дети к вам тянутся, то это хорошо. Если дети вас отталкивают, то это плохо. Если он проявляет к вам интерес, то это хорошо. А если он, наоборот, вас игнорит, то это плохо вот в вашей ситуации. Если энергетическое влияние, скорее да. Но здесь вот оно проявляется больше через диагностики. Потому что, скорее всего, оно делается или проявлено скрыто, да, за черной кошкой. Ну, может ли оно быть прямо явно наружу? Да, ну это же общий расклад, вы сами будете видеть. Но скрытое влияние здесь возможно. Чужих интересов, чужих энергий и чужих попыток управлять ситуацией. То есть вот так. Хорошо, 8-я позиция. Больше всего в тебе ему нравится стабильность, прагматичность, умение экономить, то есть услышь это, да, и твоя выдержка. Твоя позиция, твое умение сохранять выдержку и позицию. Ну, это твой консерватизм, давай, в конечном итоге. То есть, если обобщить, да, вот, твой консерватизм и твоя устойчивость твоей позиции и точки зрения. Да. Ну, если оно у тебя, это второй вопрос, и нужно ли оно тебе, тоже второй вопрос, это ему ценно, он это не хочет терять. Его ближайшие действия, в его действиях по отношению к тебе, он будет прилагать усилия для того, чтобы та ситуация, в которой вы оказались, как-то двигалась дальше. И, возможно, у вас очень статичная ситуация. Статичная, медленная, статичная. И, возможно, знаешь, тут лебедь, рак и щука. Один в одну сторону, другой в другую, третий в третью. Но все равно как-то в среднем арифметическом, пусть медленно, но туда, куда ему хочется. Да? Это его усилие. Его. Это мужская карта. Поэтому, будет ли эта встреча? Возможно. Будет ли какое-то продолжение чего-то? Да, возможно. Будет ли это легко? Нет, особенно для него. То есть для него движения эти все, они трудны. Почему? Скорее всего, дьявол и башня. Здесь старшие арканы, дьявол и башня. Смотри, сегодня дьявол и башня выпадает второй раз подряд. Пересмотри, в каких раскладах было, и где они тебе резонируют, и не преследуют ли они тебя, если ты пытаешься найти расклад без дьявола и без башни, не гадается ли направлено на какого-то короля. И к чему все ведет? Ведет все в конечном итоге к какому-то внезапному потрясению. И здесь это внезапное потрясение, скорее всего, и будет испытанием на прочность
тебя, твоей позиции, твоего ресурса, здоровья, кошелька и твоей устойчивости. Поэтому готовься, будет что-то внезапно. Хорошая ли эта карта? Не самая лучшая. Будет неожиданно больно, может быть, и это будет испытанием вас двоих, скорее всего. Поэтому пока что этот расклад из всех раскладов, он самый, самым таким сложным окончанием. Но мы еще не смотрели короля кубков и посмотрим, что будет там. Но и чего вы хотели от короля пикового? Да? Он сам по себе вот такой вот жесткий и дискомфортный. Хотя и может быть справедливый и сильный. Ну, вот такой вот идет месседж. Мы же движемся с вами дальше, друзья. И если вам заходят расклады на королей в таком формате, где я готовлю заранее какие-то вопросы, которые я, естественно, беру из каких-то типичных вопросов своих клиентов, которые обращаются за индивидуальным раскладом по своей ситуации, то пишите в комментарии, если у вас есть какие-то пропозиции по раскладам, тоже пишите комментарии, я часто читаю комментарии, я не все комментарии читаю, не на все откликаюсь, отзываюсь, когда есть время, да, то, конечно же, может быть, я что-то в вашем пожелании, такое полезное подчеркну для себя, поэтому почему бы нет. Итак, король кубков, обычно это скорпион, рыба, рак. Обычно это человек нестабильный эмоционально. Обычно это человек, который может попить крови, особенно если он скорпион. Не все скорпионы пьют кровь, но скорпион это знак такой, да, просто да? Немножко вампирский чуть-чуть. В разных аспектах. Все мы чуть-чуть вампиры, да. Итак, давайте посмотрим. Его появление – это шанс для тебя. Прямо так и хочется сказать. Бери, да, хватай и беги, да. Шанс он не получка и не аванс, он выпадает только раз. Но как будто бы это твой шанс. То есть, этот король появился в твоей истории, чтобы ты получила шанс. И, может быть, использовала свой шанс. Это именно шанс. И причем это успешный шанс. И причем мало того, что он успешный, он еще и прибыльный. Хорошо. Его внутреннее состояние этого короля, а его внутреннее состояние любить, принимать любовь и давать любовь, его внутреннее состояние сближаться с тобой. Хотелось бы, чтобы этот расклад был идеальным. Вам бы хотелось, поставьте на паузу, сейчас 42 минуты 56 секунд, напишите 42-56. Хочу, чтобы расклад стал идеальным. Посмотрим, к чему все идет. Да? Не буду раскрывать последнюю карту до конца. Хорошо. Но раз он стремится к тебе, да, его энергия стремления сблизиться, это руна Геба, кстати, или слиться с тобой в единое целое. Что он реально испытывает? Его чувства. Может быть, не то, что показывает, а то, что проживает внутри. Не самая лучшая карта, но здесь может быть взрыв, и его может разрывать от любви к тебе. Давай посмотрим, о чем думает, его мысли. То есть в чувствах он переживает какое-то потрясение. Может, он тебя увидал, повстречал или сблизился с тобой так настолько прям близко, что он теперь, как 300 тонн тротила взорвался, да. О мыслях он о тебе, эта позиция у нас уже повторяется. Посмотри другие расклады. В этой позиции есть король с такой самой картой в этой позиции. Так вот, в мыслях он думает продолжать. Поэтому внутри его всего разрывает на куски, да, он испытывает внутреннюю Хиросиму и, может быть, немножечко Нагасаки, а чего больше там Хиросима или Нагасаки, напиши в комментарии, как ты считаешь. Только правильно пиши Нагасаки, а то обычно пишут неправильно.
Хорошо. Пятая позиция. Раскроем, зачем он держит с тобой контакт. Вот что ему от тебя нужно. Его тайные мотивы. Хочет быть императором с тобой. Но пока что, вот этот взрыв, возможно, он ревнует. Возможно, не хочет потерять. Возможно, хочет так, чтобы было, как он сказал. Как он заплатил, да. Или как он дал, или как он преподнес. Или говорит, бери, что дают, и не умничай, да. Ну, вот здесь такая позиция. Хорошо, но здесь я вижу попытка полного подчинения вас себе, этого человека. Если такого нет, тогда он должен быть, по идее, полностью размазня. Такое тоже бывает. Вот есть и такие партнеры, ни рыба, ни мясо. Вот ни рыба, ни мясо. Ты не понимаешь. А тут в раскладе все четенько. Он хочет так, как он хочет. Все, а чужое мнение тут его не волнует особо, честно говоря. Вот эта комбинация. Ну, как бы очень похожа на короля мечей. Он ведет себя как король мечей, хотя при этом король кубков. Любимый человек. Да? Хорошо. Но почему он так себя ведет? Шестая позиция. А он так всегда себя ведет, и таким образом он проявляет свою харизму. А помните, я говорил, что этот король не самый харизматичный, а он тут самый харизматичный. В нем просто за эмоциями этими прячется деспот. Прячется ли он, и потом ли он вылезет, это уже второй вопрос. Но сейчас вам с этим деспотом, скорее всего, хорошо, потому что он вот это внутреннее скрывает. Или контролирует. То есть это ядерная реакция, пока что контролируемая. Хорошо. То есть он ведет себя именно так, потому что он себе это не объясняет, почему он так себя ведет. Потому что он всегда так себя вел и так всегда контролировал ситуацию. И ему по-другому и не надо. Есть ли третьи лица, которые здесь как-то влияют? Если он разведен и была жена, то здесь может влиять бывшая жена. Но для этого он должен быть в разводе. Если не разведен, ну тогда может быть его мать, особенно если она вдова. Его мать, если вдова, то подсказывает ли она ему что-то? Ну, может быть. Ну, тут женщина есть. Поэтому смотрите, кто это. Либо бывшая жена, особенно если в разводе. Ну, естественно, бывшая и будет в разводе. Но женщина есть. Мнение этой женщины здесь каким-то образом, ее речь здесь имеет значение. Ну, и может быть влиять женщина, с которой он связан по закону, да, то есть, может быть, он с ней судится и так далее. Да, есть люди, которые влияют в аспекте бывшей жены, мамы, особенно если вдова. Хорошо. Вот что ему больше всего в тебе нравится? Чем ты его берешь? Ну, ты выдерживаешь какие-то болезненные ситуации, либо не показываешь, что тебе больно. С одной стороны, это очень хорошее качество, а здесь потрясение. То есть ты сохраняешь холодное сердце в какие-то критические моменты. То есть ты хладнокровно. Там, где это, может быть, женщины какие-то эмоции проявляют, это холодное сердце. Или остывающее. Поэтому, давай так, упростим. Выдержка и спокойствие. А свое хладнокровие ты сама оценишь уже, да? Вот что он сделает в ближайшее будущее, на что он пойдет, а тут он что-то собирается делать. Это секрет, но это может быть не так приятно, как тебе покажется, поэтому, может быть, будет какой-то не очень приятный сюрприз. Может быть, откроется какая-то не очень комфортная тайна, но тебе будет, может быть, некомфортно. И, возможно, он давно это готовил. Поэтому здесь как предупреждение, знаешь, как
Самые большие разочарования всегда от самых больших очарований. И поэтому не очаровывайся, чтобы потом не попасть как бы под каток разочарований. Ну и самое главное, перспектива. Здесь в этой бочке с медом есть ложечки дегтя. Одна ложечка и вторая. Ну вот третья кислинка, да. Чем все закончится? Ну, закончится все так, как хочет этот мужчина. А вот входит ли это в твои планы? Напиши в комментарии. Карта неплохая. Карта хэппи-энда, и здесь акцент об эго. Эго мужское, прежде всего, и это Скорпион. И это Скорпион. То есть, по большому счету, все закончится так, как хочет Скорпион, рыба или рак. Но, может быть, это входит и в твои планы. Поэтому, в принципе, это хэппи-энд, который устраивает всех. Но прежде всего, мужчину. Пойдешь ли ты на это и согласна ли ти з этим? Твій ответ в коментарі. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось. До зустрічі, па-па.